Дорогие друзья, приветствую вас. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня у нас 69-й день после 1 мая, когда от нас ушел мой младший сын, наш младший сын Иван. Ну, вы знаете, я все время сталкиваюсь с тем, что те слова, которые приходят на ум, когда вот говоришь, ушел из жизни, от нас ушел, умер. Вот это все вообще не соответствует тому, что я сейчас ощущаю. То есть я, безусловно, чувствую, что он от нас ушел. Он ушел из нашей видимости, но то, что он есть, я ощущаю очень четко. Поэтому я в отношении него никак не могу. То есть, вы знаете, есть такой автоматизм определенный в языке, когда он умер, он ушел, он покинул нас и так далее. Что как бы даже не нужно задумываться, и эта фраза вылезает у тебя прям вот на поверхность сразу, когда ты захочешь сказать об этом. Но на самом деле я действительно, вот я все время думаю, что мне эта фраза все время цепляет. Потому что я не чувствую, что он меня покинул. Я не чувствую, что он от нас ушел, что он не жив, что его нет. Вот уж чего я не могу сказать, так это этого. Не знаю, я затрудняюсь сказать это, моя уверенность основывается, ну, прежде всего, конечно, на моей вере, но насколько она реальна. Вообще, мне кажется, знаете, вот это вот, а что реально вообще? Что есть реальность, что есть иллюзия? Я как раз недавно слушала курс лекций по логике, вот он начинался с того, что нам показывался, по-моему, желтый экран, и нас спрашивали, а что вы видите? Мы говорили, желтый экран. Да, это все очень здорово, но если посмотреть на пиксели, которые составляли этот экран, то желтого цвета там не было вообще. То есть это цвет был иллюзией, а у нас было ощущение, что мы его видим, мы его можем потрогать, мы его можем нарисовать и так далее. Вот здесь та же самая история на самом деле. Вот, поэтому, как бы, извините, что я с самого начала влезла в такие дебри, просто я все время продумываю, о чем я буду говорить, и иногда получается, что сложно продумать, потому что в какой-то степени все повторяется. Да? Сегодняшний день был во многом похож на многие предыдущие, хотя все-таки он, наверное, был светлее, потому что вы заметили, что у нас было вчера интервью. Я вижу, что очень многие его посмотрели. Огромное спасибо Вике Петренко, что она пришла и со мной обсудила прям очень важные такие животрепещущие вопросы для тех, у кого ушел кто-то, кто испытывал потерю. И мы с ней планируем записать еще несколько выпусков, отвечая уже на более конкретные вопросы по этой теме. Потому что, естественно, с наскоку такую большую тему не обсудишь и не исчерпаешь ни в коем случае. Поэтому вот в субботу, в воскресенье мы были вместе на даче, потом в понедельник мы вернулись, в воскресенье мы вернулись вечером, вчера мы опять встречались, сегодня мы опять встречались. То есть было какое-то, знаете, вот это ощущение, когда твой близкий человек приезжает, это дает определенный дополнительный свет, безусловно. И в какой-то степени тебя отвлекает от твоей вот этой вот основной мысли о потере. К тому же, все-таки, знаете, у меня же Ваня ушел, когда он уже стал взрослым. То есть мы не проводили все время вместе. И поэтому, ну, особенно дома, когда мы дома жили, а я же живу сейчас здесь, когда он был здоров, он то в университете, то с друзьями, то где-то еще. То есть у меня нет вот этого ощущения, что вот он должен быть рядом. Вот, наверное, если бы я оставалась во Фрайбурге, там было бы тяжелее, потому что там я все время была занята им. И, в общем, вчерашний наш эфир с Викой, он меня заставил тоже обо многом задуматься. О том, какие я испытывала эмоции, когда меня утешали. Вы знаете, честно говоря, вот здесь интересно, я не испытывала никаких отрицательных эмоций. Даже мне когда говорили, он отмучился, слава богу, наверное, так лучше. То есть мне не говорили, что ты родишь еще, потому что по возрасту я уже не подхожу в эту категорию людей, которые могут родить.
говорили, что ну ничего, скоро у тебя родятся внуки и станет легче. То есть, как бы, вы знаете, это проходило мимо вообще. Вообще проходило мимо, потому что все это правда. Это действительно так, у меня будут внуки, дай бог, и я буду этому очень радоваться. Он действительно отмучился, и так действительно, наверное, на все была воля Божья. Это все действительно так. Это так, но это одновременно не имеет никакого отношения к тому, что ты ощущаешь. Ты при этом можешь ощущать глубокое горе или легкую печаль, или вообще даже ничего не ощущать. Как бы то ли я научилась уже многие слова не принимать близко к сердцу, не знаю, то ли я просто в таком многомесячном молчании, когда я отошла от всех своих знакомых и друзей, ни с кем не разговаривала, наверное, я много чего передумала, наверное, сама себе много чего сказала. И мне уже вот такие вещи не могут доставить никакой травмы. Не знаю. Вот. Потом сегодня был тоже день, у меня там было несколько встреч. Мы опять встретились мимоходом с Викой, обсудили некоторые интересные очень проекты, потому что Вика, она тоже за всякие кипиш, кроме голодовки, типа как и я. И она тоже творческая, как и я, и поэтому мы с ней можем вообще вполне себе горы сдвинуть. То есть такое, как мы сегодня смеялись и говорили, ну что-то у нас в жизни как-то мало какой-то изюминки, какой-то перчинки надо туда дать. Это, хотя, естественно, она и я бы заняты все, каждый своим. Вот, но тем не менее, вот нам не имется. Нам надо что-то обязательно таки вместе придумать. Вот, и мы сейчас вот в процессе этого момента находимся. Вот, я, конечно, обдумывала интервью, с ней обсуждала будущее интервью. Мы готовимся к свадьбе, потому что у нас Саша женится в пятницу. И вот, знаете, пожалуй, самая такая мысль, она все время со мной, что как жалко, что как мы могли бы сильнее радоваться этой свадьбе, если бы с нами был Ваня. Просто мы могли бы его увидеть. Я уверена, что сейчас он тоже нас увидит, и мы очень радуемся этой свадьбе. Просто, знаете, все равно какой-то омрачающий немножко фактор у всех. У Саши, у мужа моего, у родителей, у меня он присутствует. Просто какое-то, знаете, такое... Вот это чувство, оно скорее сейчас перешло в категорию такой тихой грусти, глубокой, печальной, горькой грусти, но которая не дает такую безумную адской боли, как она давала сначала. Я, в принципе, абсолютно уверена, что это благодаря вот этому каналу, благодаря тому, что я каждый день слышу отклик, и я вижу, что в разговорах с людьми, вот я сегодня, например, разговаривала с одной знакомой, она сказала, что порекомендует мой канал своей знакомой, которая потеряла мужа уже полгода назад и до сих пор не может прийти в себя. То есть она не молодая достаточно, но она просто вот при любом упоминании или при отсутствии этого упоминания о муже, она может среагировать неадекватно, начать плакать, начать уходить в горевание очень глубокое. И вот эта женщина, которая со мной разговаривала, она говорит, что надеется, что, может быть, как-то мой канал сможет ей помочь. Ну, потому что одно дело, она ее утешает, у нее потери не было. Другое дело, когда я говорю человеку, у которого была потеря, было и есть серьезное горе. И, знаете, сегодня было так... Мы с я хожу на массаж вот к Монике Майер, к слепой женщине, у которой собака Локи. И я их очень люблю. То есть вот она действительно моя такая сестра наряду, как с Викой, вот как ни странно, вот такой подарок Господний. Я ее после массажа, обычно, если я заканчиваю последнее, и мы сегодня допоздна, потому что там было несколько человек передо мной, допоздна были, и я собиралась ее отвезти домой. Потом подумала, нет, наверное, долго, вторая живет далеко, я вызову ей такси лучше, потому что мне нужно записывать видео. А если я запишу видео очень поздно, то получится, что я опять буду все это делать, обложки там и всякое это, вот эти теги, тексты, и все это буду писать тоже очень поздно, и опять не высплюсь. А потом я подумала, что, знаете, такое, вот с одной стороны, мне этот канал нужен для того, чтобы помогать людям, говорить о Ване, помогать себе. Но с другой стороны, я не могу позволить, чтобы этот канал забрал у меня жизнь. То есть, скажем, Моника – это тот человек, с которым я получаю буквально духовное утешение, когда с ней общаюсь.
Когда мы можем, я ее довожу до дома, мы сидим у нее на террасе, болтаем, пьем лимонад какое-то время, и она, и я, мы получаем очень большое удовольствие от этого. Я, ну хорошо, я приду, я запишу видео, но у меня не будет вот этого очередного светлого впечатления, светлой радости какой-то, который мне дает этот человек. А по большому счету мы же не знаем, сколько нам жить, вот всем нам. Как много, как долго мы сможем наслаждаться друг другом. И вот у меня сейчас такой момент переоценки ценностей идет. Дело все в том, что было время, когда я, ну, знаете, очень долго вела церковную школу, практически не выезжая никуда в течение года. Все субботы у меня были посвящены этому, потом начался клуб, галерея, в общем, много всего. И все время нужна была какая-то забота о семье. Все время там то здесь конфликт, то там о ком-то нужно, то у Вани нужно школа, университет. Школа высосала очень много силы и энергии. И в какой-то момент я сказала, что мне нужно для отдыха побыть немножко одной. И очень рекомендовала мой психолог это, что просто вот перезагрузка. Не теперешний психолог, и даже не прошлый, а позапрошлый. Вот, психолог, и она, в общем, это, пожалуй, единственное хорошее, что я вспоминаю от нашего курса. Мне не очень не очень понравилось работать с ней, но вот это было хорошо. Она сказала, что нужно отдыхать, нужно периодически давать себе право на отдых. И я пару раз ездила отдыхать одна. Один раз я очень наслаждалась, а второй раз уже меньше. И как-то, знаете, оказалось, что одно это как-то не очень. Вот, не очень. Пусть у меня много забот, пусть надо о ком-то заботиться, но одно не очень здорово. И вот когда я сейчас приехала, у меня муж спрашивает: слушай, а ты не хочешь куда-то поехать одна отдохнуть? Я на него посмотрела, совершенно не скрываемым ужасом, сказала: нет, я больше никогда не поеду никуда одна отдыхать. Я совершенно не хочу отдыхать от своей семьи. Я радуюсь каждому дню, который я могу провести со своей семьей. Пусть даже это не значит, что мы непрерывно прилипли друг к другу, да, пусть я работаю, пусть мои родители наверху, и я с ними просто разговариваю по телефону или забегаю к ним на пару минут в день, но мы все равно рядом. То есть это вот с Ванькой было так, вот я вроде поехала от него отдыхать, и что? Вот сейчас я живу здесь, а его рядом со мной нет. От чего я отдыхала? Так бы у меня было еще на несколько дней больше времени. Но это, опять же, знаете, вот эта история не терпит слагательного наклонения. Я просто, знаете, к чему говорю, что сейчас очень много вот и психологов, и коучи выставляют вот эту информацию о том, что живите для себя больше, смотрите, чтобы семья не заняла у вас, не высосала из вас все соки, сохраняйте для себя какую-то возможность отдыха. И это все правильно, то есть я с этим абсолютно согласна. Но просто представьте себе, что в какой-то момент вашей семьи или кого-то из вашей семьи может вдруг не стать. Настолько каждый час ценен, каждый час, каждый день, каждая минута радости, она настолько ценна, потому что, вот смотрите, началась война России с Украиной. И до этого никто вообще не мог предполагать. Мы думали, что ковид – это самое страшное, что может быть. И мы думали, что вот сейчас ковид закончится, и мы начнем ездить, начнем радоваться, начнем, наконец, жить свободной жизнью. А потом стало все хуже и хуже. То есть потом началась война в Израиле. Люди там, вот как раз я помню, мы были в Германии, и были удары, там была война между сектором Газа и Израилем, и куча, там 30 тысяч немцев застряло где-то на отдыхе, и не могли они вернуться, потому что дроны попадали и в Объединенные Арабские Эмираты, где большинство людей как раз пересаживались. Моя врач-гомеопат попала как раз в это, она ездила на обучение в Индию и должна была лететь с пересадкой как раз в Эмиратах. И пришлось ехать через Китай, потом до Вены, в общем, какие-то жуткие совершенно концы сделать с маленьким ребенком, с внуком она ездила, с дочкой и с внуком. И слушайте, столько всего происходит такого жуткого, что, мне кажется, действительно нужно... Неизвестно это, как мы оптимисты или пессимисты. Мы говорим, хуже не будет или будет. Может и хуже быть. И поэтому хочется ловить радость
от твоих любимых людей. Вот именно поэтому я сегодня не приехала, не отправила Монику на такси домой, а приехала, отвезла ее и с ней поговорила. Потому что это еще одним светлым воспоминанием будет больше в моей жизни. Потому что у меня какое-то такое ощущение складывается, что вот сейчас, когда я начала этот канал, в моей жизни стали появляться новые люди, новые мысли, новые идеи. Как будто бы какая-то перевернулась страница в моей жизни, и куда-то меня направляют, направляет Бог. Я еще не знаю, во что это выльется, вообще вот этот канал, во что выльется. Я настолько поняла, что вообще нужно очень, знаете как, расскажи Богу о своих планах, и, и он очень хорошо посмеется над этим. То есть я стараюсь действительно не загадывать и не говорить, что будет. Вот живы будем, будет все хорошо, тогда, дай бог, вот будет у Саши свадьба, дай бог, мы поедем отдыхать, дай бог, в сентябре опять начну церковную школу. То есть как-то то, что происходит тяжелое в твоей жизни, оно тебя однозначно учит в какой-то степени вот этому смирению. То есть пониманию того, что человек не просто смертен, но и внезапно смертен, как сказал классик. И это все время на периферии в сознании находится. Джек здесь ходит и ноет вокруг меня, моя любимая собака тоже, которая замечательная, которую мы возьмем с собой в отпуск, потому что он не хочет есть то, что я ему выдала, а хочет есть творог, а он не будет есть творог, пока он не съест свою нормальную пищу. В общем, у нас здесь идет внутренний диалог с ним. Вот, и он ругается на меня, поэтому если будет что-то ныть в кадре, то не обращайте внимания. Между прочим, я вообще хочу с вами еще обсудить несколько достаточно интересных тем, такие как, например, знамения и знаки от умерших людей, возможность пообщаться с душами этих людей путем разных способов, и мое отношение к этому, и что я думала по этому поводу, и какие истории в моей жизни были вот связаны с Ваней. Вот, но я думаю, что сегодня я этого делать не буду, потому что что-то я сегодня устала. Знаете, дело все в том, что наше интервью с Викой было очень длинным, и я всю ночь правила титры, субтитры, потому что здесь такая система, что сначала надо исправить все русские субтитры, а потом переводить на иностранные языки. И я прямо что-то прям чувствую, что совсем мне хочется спать очень сильно. И чем больше я наговорю сейчас, тем, соответственно, дольше я не лягу спать. А завтра у меня много всяких мероприятий, и работы, и рисования, и клуб, и все что угодно. Вот я продолжаю заниматься живописью, продолжаю ходить на курсы, продолжаю планировать. И в целом, что меня очень радует, что вот я раньше проходила по дому и встречала с какими-то Ванькиными вещами, там пояс лежит его в ванной, зубная щетка, брюки, там еще что-то, и меня прямо, знаете, дергало такой, как удар током в легкие. Он постепенно уменьшался, а сейчас я заметила, что сейчас у меня вообще таких негативных эмоций нет. И даже, знаете, у меня в телефоне в избранном Ваня, ну, наряду со всеми, там, родители, муж, Саша, Ваня, все вместе. И я, безусловно, не собираюсь оттуда вынимать его. И у меня тепло на сердце. Вот я, когда его открываю, у меня нет ощущения, о, это же он мне больше никогда не позвонит. У меня вообще этого чувства нет. У меня почему-то есть чувство, наоборот, какой-то радости, что вот он относится, на самом деле, к нам. Он с нами до сих пор. Какой-то действительно очень странный парадокс. Не знаю, насколько долго это продлится. Потому что вот сегодня я, когда ехала от Моники, мне прям опять захотелось что-то поплакать. Такой, вот Ванька все время мне в голове был. И потом я поняла, что вот именно то, что я сейчас с вами разговариваю, меня держит. Меня держит, потому что мне это в радость. Да, это меня утомляет, да, но мне это радость, что хоть кому-то это нужно. Что таким образом я нахожусь в сообществе с людьми, которые друг другу могут как-то помочь. Это заполняет, вот это чувство, оно заполняет радостью, оно отгоняет грусть. Знаете, у меня ощущение все время, как будто свет. Вот когда ты хочешь, вот то, о чем и Вика вчера говорила, когда ты хочешь сделать что-то доброе, а я еще дополню, что доброе во имя ушедшего члена семьи, то это как будто бы зажигает в тебе какой-то огонек. И вот этот огонек, он отгоняет тьму, которая к тебе готова
подползти, как только ты об этом забудешь. Вот я как представила себе, что вот я сейчас уезжаю от Моники, покормлю Джека, пообедаю и лягу и буду читать, то я совершенно точно поняла, что я буду плакать, я буду впадать в отчаяние, я буду себя расстраивать. А сам факт, что мне просто не будет на это времени. Я делаю видео, я потом его обрабатываю, и у меня есть ощущение, что я сделала что-то хорошее. И вот у меня вокруг меня и внутри меня горит вот этот огонек. И я вообще-то заметила, что это не только когда у тебя потеря работает так, а просто когда ты делаешь добро, то ты чувствуешь в себе тепло. Вот ты делаешь добро другим людям, казалось бы, они должны чувствовать тепло, а ты чувствуешь это тепло внутри себя. И оно не дает многим вещам тебя вывести из равновесия. И постепенно, чем больше ты этого добра делаешь, вот ты можешь там постоянно какие-то вещи делать. Вот там, ну, у меня, предположим, была церковная школа, которая была на постоянной основе. Я почему именно ее называю как доброе дело? Потому что для меня это не коммерческий проект. Те деньги, которые мне церковь за это платила, потому что церковь сейчас платит за ведение церковной школы, я эти деньги всегда вкладывала в спектакли на рождественские, в елку. То есть это я воспринимаю церковную школу как свое служение. То есть, скажем так, доброе дело. Служение во имя Господа. И оно дает очень много хорошего, очень много добра и очень много позволяет, вот знаете, у меня такое ощущение еще, что когда вот эта тьма от тебя отгоняется, то ты начинаешь совершенно по-другому оценивать окружающий мир и окружающих людей. Опять же, вспоминается сразу «Снежная королева», что если у тебя в глазу осколок старого злого зеркала, то ты весь мир видишь по-другому. Ты видишь только плохое в людях. А когда в тебе огонек теплый, огонек от Бога, огонек добра, то ты в людях начинаешь видеть именно то, что тебе показывает этот огонек. То есть ты в этих людях начинаешь видеть намного больше доброго, чем злого. И вот очень часто бывает, когда ко мне в церковную школу приходят такие новые совершенно вот родители с детьми, родители такие, как ежики. То есть вот они не совсем понимают, как общаться, они боятся. Я понимаю, почему. Они боятся, что их, может быть, детей обидят, или их самих с ними говорят грубо. Они готовы защищаться. И если поначалу, раньше я бы сказала, фу, какие там они такие несякие, то сейчас я просто, ну, уже опыт, конечно, и плюс вот этот свет, наверное, который мне Бог дает, он помогает сразу в этом человеке увидеть хорошего, доброго, теплого человека, который просто попытался построить вокруг себя защитное укрепление и выставить все свои иголки, чтобы не ранило. Чтобы не ранило, потому что внутри так может быть больно, что человек готов сразу палить из всех оружий, просто чтобы внутри ему не доставляла эта боль. И в этом плане мне кажется, что вот эта вот история, когда делаешь что-то хорошее, не обязательно в каких-то больших объемах, то есть даже просто птиц покормить, даже просто в приют сходить или что-то хорошее сделать для соседа. Это, мне кажется, очень полезно, потому что помогает тебе видеть мир лучшим, а это значит, ты сам становишься более счастливым человеком. Потому что мне кажется, что глубоко несчастны те люди, которые вокруг видят только зло. Вот буквально, знаете, есть такое: не делай зла, не делай добра, не получишь зла. Вот и когда мне это пытаются привести в качестве аргумента, ну, вы знаете, любую пословицу, вот возьми любое понятие, и ты найдешь противоположные пословицы народные и за это, и против этого. Просто потому, что люди были разные, которые это придумывали. Были люди злые, были люди добрые. Добрые люди придумывали пословицы, которые восхваляют добро. Злые люди придумывали такие пословицы, как «не делай добра, не получишь зла». Вот и все, это очень просто. В общем-то, все равно нужно слушать свое сердце прежде всего. И в горе тоже. Нужно пытаться отгонять от себя тьму. Я это пытаюсь сейчас делать. Мне нелегко. Каждую минуту нелегко. Постоянно приходится бороться с собой. То есть ты, начиная с утра, когда ты открываешь глаза, ты все время пытаешься бороться с собой. Единственное, что в какое-то время это начинает входить в привычку.
И ты уже не замечаешь определенных усилий. Ну, знаете, как когда зарядку привык делать, то даже просто не замечаешь. Вот я массаж делаю каждое утро, массаж лица. Периодически я даже не могу вспомнить, какие движения я делала, потому что я настолько делаю это на автомате, что просто уже проходит мимо, и даже не то, что нагрузка не считается, а просто только вот идет на радость, и даже без этого себе представить не можешь. Вот так же и, мне кажется, с добром, с любыми добрыми мыслями, потому что и борьба с горем, она тоже, в общем, это тьма. Горе – это тьма. Наша вера в то, что наш страх того, чтобы наши близкие ушли от нас навсегда, это тоже тьма. Это тьма, которая хочет нас загробастать к себе. А мы можем с вами сопротивляться вот таким способом. Не обязательно, если я ни в коем случае не говорю, что бегите в храм, потому что если вы неверующий человек, для вас должно прийти свое время, или может оно не придет. Но вы тоже сможете всегда понять, где добро, где зло, что делать, когда вы можете кому-то помочь, и просто прям физически увидеть, как вам от этого становится легче. Я очень-очень благодарна всем вам, кто смотрит нас, кто пишет нам, кто ставит нам лайки, просто сердечки, желают нас приободрить, потому что, правда, мне это очень важно. Мне любая обратная связь от вас, ну, конечно, мне бы больше всего хотелось, если бы вы реагировали какими-то историями из своей жизни, хотя бы короткими. Вот. Но я, безусловно, рада и любой реакции, и лайку, и сердечку, и чему угодно, просто потому что это такая незримая связь, а она есть. Это не то, что мне кажется. Это действительно ощущение же есть, и через интернет ваше тепло, оно точно так же передается. Так же, как я очень надеюсь, что мое тепло, оно передается к вам. Я буду продолжать бороться дальше. Я буду продолжать искать дальнейшие способы и держать себя в норме и радоваться жизни. И я очень сильно желаю вам того же. Ждите новые выпуски с Викой. И я понимаю, что я и Вика вдвоем, мы, значит, намного больше, чем я одна, но тем не менее я одна буду вам рассказывать про каждый свой пройденный день до тех пор, пока не пойму, что вдруг в какой-то момент, что рассказывать уже нечего, что я прошла вот эту стадию. Не знаю, сколько для этого должно пройти. Может быть, я буду вести канал 10 лет. Не знаю, может быть, год, может быть, 2. Дорогие мои, может быть, получился немножко сумбурный выпуск, может быть, у него нет какой-то красной линии, такой, знаете, нити, которая проходит через все. Но вы знаете, это, как я уже говорила, это просто дневник, это поток сознания. Поток сознания, он тоже бывает, знаете, бурный, а бывает иссякает, и всего такие какие-то маленькие ручейки в нем проходят. Бывает какая-то внутренняя работа, которая не выходит наружу пока. И ты не можешь свои мысли собрать вот в какое-то такое что-то удобоваримое для окружающих. Я учусь, так же, как, наверное, каждый, кто встретил потерю, он учится жить заново. Как ходить заново, смотреть заново. Я желаю вам, чтобы вы могли видеть добро и свет вокруг вас всегда, чтобы вы ценили каждый момент, который вы проводите с любимыми вам людьми. Молитесь. Неважно, как вы можете. Можно молиться просто не веря в Бога. Просто говорить такой, как бы, знаете, текст о том, чтобы ваши любимые люди оставались с вами как можно больше. И останавливайтесь. Вы знаете, можно же пробежать рядом с близким человеком, а можно внутри зафиксировать, поставить себе такую метку. Вот я сегодня с ним была, вот сегодня так здорово. У меня родители 81, 87 лет. Я не знаю ни про одного из них, сколько они будут еще живы. И каждый день я ставлю себе метку, думаю, как хорошо. Да, они жалуются, там у одного колени болят, у другого там еще что-то, но они со мной. И как здорово, что мы сейчас все еще вместе. Спасибо за все. И вот когда ты ставишь такую метку, то она у тебя остается, она не проходит мимо. Вот как-то вот в этом плане вот этот дневник чем хорош, что я это постоянно проговариваю. И это возвращается туда же. Вроде оно оттуда вышло, проговорилось, вернулось обратно, и там укоренилось плотно. Вот, мои хорошие, еще раз, это я так прощаю, знаете, 125 раз. Желаю вам всего самого хорошего.
света, любви, нахождения рядом своих близких, терпения к ним и их терпения к вам. А, Желаю вам хорошей работы для тех, кто идет работать, хорошего дня и спокойной ночи для тех, кто идет спать. Я вас всех очень люблю, и я очень рада, что мы с вами встретились и что вы у меня есть. Спокойной ночи.